Обезьяны невероятно сильны и агрессивны. Не поверите, но почти никто не может их одолеть. Вы когда-нибудь видели сражение между бабуинами или как от них убегает даже лев? С вами царь зверей, и сегодня мы с вами посмотрим на невероятные моменты охоты бабуинов, шимпанзе и макак. Да начнется охота! Номер 15. Шимпанзе и белка. Эта группа шимпанзе уже долго гоняется за одной белкой, пытаясь поймать ее. Все это происходит в одном из зоопарков на глазах людей. Спустя некоторое время один из толпы достает беднягу из травы. Оказывается, ее раздавили во время побега. А еще чуть позже он показывает всем свою добычу. Шимпанзе просто адски издевается над белкой, швыряя ее из стороны в сторону. Надеюсь, что она уже была мертва к тому времени. Иначе бедняга будет чувствовать всю боль на себе. Шимпанзе против шимпанзе. Между этими шимпанзе идет настоящая война, потому что некоторые пытаются навязать свои правила. Они бегают из стороны в сторону, бьют друг друга, но в целом пока что еще никто не пострадал. Эта шимпанзе была найдена мертвой посреди леса. Оказывается, раньше он был лидером группы и настоящим королем. Но времена идут, и его решили сменить более молодые и сильные особи. Местные жители были лично знакомы с главарем, поэтому отправили его на тот свет, как положено. Шимпанзе против бабуина. Детеныш шимпанзе решил, что бабуин отличный друг, и начал играться с ним. Вот только тот воспринял это за угрозу и напал на малыша. Мать, заметив это, тут же вступилась за своего отпрыска. В итоге семья получила несколько пинков и ударов, а затем убежала подальше от этого монстра. Но все же чуть позже мерзавца научили манерам и тоже прогнали куда подальше. В этом месте бабуинов примерно в 4 раза больше, чем шимпанзе. Но еды-то ограниченное количество, поэтому иногда происходят стычки. Группа шимпанзе поймала и убила молодого бабуина. Теперь вся семья будет сытой. Настоящие хищники. Шимпанзе нападает на енота. В зоопарке енот каким-то образом попал на территорию шимпанзе. Те, конечно, воспользовались моментом и начали ловить беднягу. Они швыряли ее со скал, били его, тянули за хвост и всячески издевались. Когда животное устало от пыток, оно попыталось бежать через трубу, но было поймано. К сожалению, дальнейшая судьба енота неизвестна. Надеюсь, что он выжил. Шимпанзе в прямом смысле этого слова избивают енота. Самое удивительное здесь то, что люди пишут об этом видео. Большинство видят в этом забаву, что очень пугает меня. Номер 11. Шимпанзе против обезьян. Эта семья шимпанзе заметила обезьяну на дереве. Вряд ли ей удастся сбежать, ведь от такой стаи очень сложно оторваться. Над нашими головами, а именно на деревьях, постоянно что-то да происходит. Например, это огромное шимпанзе в поисках еды забирается вверх, а обезьяны, наблюдая за всем этим, понимают, что пора валить. Просто взгляните, как они едят. Прямо впиваются своими зубами в мясо. Я даже и не думал, что шимпанзе могут быть настолько жестокими и злыми существами. Бабуин против льва. Мы все знаем, что лев – царь зверей. Но когда борьба идет не на жизнь, а на смерть, то готов драться с любым существом. Этот бабуин вообще попутал берега, украв маленького львенка из прайда. Поначалу он даже не трогает малыша, наоборот, держит его крепко и прижимает к себе поближе. Но кто знает, что было дальше?
В этом видео прекрасно все. Хищник резко становится жертвой, убегающей от злого бабуина. К несчастью для бедняги, Прайд оказался рядом и помог льву, который не справился в одиночку. Номер 9. Эксперимент. Шимпанзе против леопардов. Группа ученых установила манекен леопарда, который мог даже двигаться, дабы посмотреть на реакцию шимпанзе. Довольные ребята, похоже, возвращались с прогулки и, заметив хищника, тут же побежали нападать на него. Ударив несколько раз, они удивились, что тот вообще не защищается. Через несколько секунд главарь решил понюхать врага. Тут он понял, что это подделка. В итоге самец просто оторвал ему голову и начал играться с ней. Бабуин против гепарда. Если есть животное, которое может бросить вызов бабуинам, так это гепард. Эти кошки без проблем справятся один на один с мартышками, но когда они одни против целой стаи, то ведут себя аккуратно и грамотно. Здесь гепард понял, что лучше отступить. Эта стая заметила гепарда в листве и побежала прогонять его. Удивительно, но кошка не стала выпендриваться и спокойно ушла оттуда. Бабуин против леопарда. Леопард забрался на дерево, чтобы напасть на бабуина. А в итоге чуть сам не стал жертвой, ведь эти мартышки очень агрессивны, когда чувствуют угрозу. На самом деле это и не удивительно, ведь стая таких обезьян способна с легкостью расправиться с одной большой кошкой. Это видео закончилось на хорошей ноте. Но я думаю, что теперь леопард учтет, что лучше всего нападать ночью. Леопард сам видел, куда шел. Будь я на его месте, даже не стал бы подходить к ним. Детеныш леопарда был похищен этим бабуином. Странно, но он не пытается съесть дитя. Наоборот, мартышка прижимает его к себе. Бабуин против импалы. Этот бабуин точно умеет троллить. Он только что отобрал детеныша у матери и залез повыше на небольшую скалу, дабы мать импала не могла достать до него. Бабуины большую часть времени питаются зеленью, но иногда, когда позволяет удача, они не прочь перекусить мясом. Вот здесь как раз и произошел такой момент. Уже полумертвая маленькая импала валялась на земле. Ну как здесь отказаться? Эта мама очень расстроена, ведь бабуины убили ее детеныша. Сейчас она попытается поймать хоть кого-то, дабы отомстить, но это будет очень сложно. Номер 5. Бабуин против крокодила. Все, конечно, хорошо, но что если бабуины будут работать в паре? А вот что. Даже крокодил им не ровня, потому что ребят так много, что тот не понимает, кого кусать. Причем каждый успевает дать по морде хищнику. Все-таки насколько же бабуины сильны? Крокодил, обладая одним из самых мощных челюстей в мире, не может укусить мартышку. Вы только взгляните, друг тоже пытается помочь. В итоге ребята остались живы. Шимпанзе против людей. У этой шимпанзе вообще тормоза отказали, и она напала на человека. Пока рядом стоящий дрессировщик пытался взять ситуацию под свой контроль, животное успело надавать пару лещей мужчине. В Китае шимпанзе сбежала из своего вольера и напал на посетителей зоопарка. Ох, думаю, что не таких злых животных они ждали. Шимпанзе против утки. Мать-утка пришла за своими детьми, но увидела, что шимпанзе уже успели съесть их. Кому станет приятно смотреть на это зрелище? Да всем, кроме этих приматов, которые решили еще поиздеваться и над матерью. К счастью, поймать ее не получилось. Японская макака. Эти обезьяны напали на своего собрата, который отличался по цвету шерсти. Они очень агрессивны, кусают и бьют свою жертву. Непонятно только,
А за что? Обезьяна ест детеныша макаки, пока брат погибшего возвращается домой, чтобы позвать на помощь. Вот только толпа уже заметила пловца, и вряд ли дадут ему шанс бежать. Номер 1. Бабуины против бабуинов. Этот бабуин, видимо, сошел с ума. Он бегает по дому и пытается напасть на всех подряд, даже на своих самок. Мартышка нападает на девушку, когда та сидела на ветке. Взгляните, даже руки ей пытается поднять, чтобы та упала на землю. Интересно, чего парень так разозлился? Бабуины пытаются украсть малыша у матери, но та очень осторожна и защищает свое чадо. До скорого!